Болит, Артур? Вообще вот так вот просто болит или нет? Если не дотрагиваться, Артур? Да. Да. А если, дотрагиваться я не буду. Всем привет! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Показывайся, Артур. Сегодня вообще по плану должно было быть очень веселое, радостное видео, но что-то пошло не так. Короче говоря, Артуру вчера в школе попали камнем в голову. Покажи, Артур, какого размера был камень примерно. Вот я специально... Не примерно, но это же не тот самый камень. Ну, такого размера. Вы Видите? думаете, что я просто заплакал и убежал? Но нет, я их просто так не оставил. Я очень сильно их проучил. Прям очень. Не камнем, Понятно, а ладно. кулаками. Вот видите, у нас повсюду здесь в Матаране валяются камни, но здесь на рельсах и возле школы повсюду камни. И детей родители особо не учат. Родители не учат детей, что бросаться камнями опасно. Мы сейчас идем к доктору менять повязку. I don't know. Everybody start like Vaibhav just make fun like with me. And Shreyansh take big stone and beat me. Vaibhav just make fun with me. Слушайте, мы сейчас идем, абсолютно все останавливают нас, спрашивают, что случилось, Артур, что у тебя на голове. Ну и Артур всем объясняет, что случилось, и тут же добавляет, что обидчик был наказан, что Артур его догнал и отколотил. Ну, собственно, не только Артуром он был наказан, учителя тоже его конкретно наказали, поругали, и отец родной. Парам вчера пошел поговорить с отцом этого мальчика, но я настояла на это, в принципе, Парам не возражал, он со мной согласен, что это из ряда вон выходящее. Нужно, чтобы он проучил, чтобы он научил своего ребенка, чтобы такие шалости не допускались. Так, а сейчас мы идем в медпункт. О, Артур все еще с этим камнем идет, показывает всем, каким камнем ему зарядили. Это еще слава Богу, да, слава Богу, что не в висок, слава Богу, что не в глаз. Ну да, одно дело там, я не знаю, бросаться. Я помню в детстве, у меня в детстве было такое, что пацаны, и девчонки тоже колючками бросали в друг друга. Но это нормально, это забавно, весело, естественно, да, дети. Еще и в меня пацаны бросали червяками дождевыми. Тоже, конечно, для меня это был огромный шок, но это не смертельно. Единственное, что я не люблю червяков теперь. Какая очередь здесь огромная. А так, в принципе, ничего страшного. Были, конечно, и дети, которые с головой не дружат. И в мое время, напишите в комментариях, поделитесь своими историями. Я помню, что были дети, которые пульками пластмассовыми пулялись, от которых синяки оставались. Oh my God, you remove cloth also or what? Oh my God, near me. I lost 3-4 kilo weight. You grow up your weight. Это все мышцы. It is all muscles. Мышцы тяжелые. А ты сколько, сына? 30. Нормально. У меня пресс. Bite with them. Да, I say. Так, сейчас обработает доктор Артуру рану, наложит повязку. Ладно, я не буду снимать, он, по-моему, не очень любит. Да, ладно. Хорошо. Парам сейчас снимает специально на видео, чтобы показать учительнице. Мы еще хотим пойти в школу принципал, чтобы она вообще со всеми учениками школы поговорила. Ужас, у меня что самой слезы проступили. Артур схватил бегом успокоительное, телефон. Там мы сейчас стоим возле аптеки. Продавец отошел. Нам надо купить антибиотик. Нужно купить Парам Байол, Катон. В общем, все для перевязки тоже купи. Потому что мы уезжаем. и уже, скорее всего, я сама буду делать ему перевязки. Получается, я не видела вообще само это ранение. Артур пришел уже
Ему оказали первую помощь в школе, в медпункте. И сейчас доктор это все снял. Ужас какой, боже мой, как это ужасно. Там рассечение. Артур плакал, уже заливал ему этим перекисью, потом мазями. Ну, нормально все обработал, слава богу. Слава богу, сказал, что в принципе все нормально. Все под контролем. Главное пропить антибиотик на всякий случай и каждый день делать перевязки. Но очень не вовремя. Ну, вообще это, конечно, ужасно. И очень не вовремя, потому что мы куда уезжаем? О, папа тебе еще одно успокоительное купил. Уезжаем мы, друзья, на море. Я планировала сегодня выдержать интригу насчет моря, насчет того, куда мы едем. Но уже вообще не то настроение. Ракурс внимания перешел на другую тему. И море это уже не так интересно. Каман, Артур, идем. You все купил, пора. You bought all what I ask. Bandage. Вот, видите, хорошо, что я когда видео снимаю, не контролирую процесс. Ну как ты, Артур, как ты себя чувствуешь? Врач не разрешал там снимать видео. Значит, и парам немножечко, там пару секунд заснял, для того, чтобы показать это принципал нашей директрисе, для того, чтобы она обязательно, у нас сейчас каникулы, а потом, когда уже приедем, будем получать книги, она обязательно должна со всеми учениками поговорить, потому что это беспредел полнейший. Я когда раньше Артура отводила в школу, иногда ждала его возле школы. Ну, same what he. I think this is bad. Ну, парам same what he put now. How you put this? You put like that? Да, парам. Я же не зря я заканчивала медицинское училище. Повязку наложить смогу такое. Да, так вот, я когда останавливалась там на несколько часов и наблюдала за детьми, они постоянно кидают. То есть я понимала уже тогда, что рано или поздно Артуру залетит камнем. Я его научила, чтобы он сам это никогда не делал. Говорю, что только трусы бросают камни друг друга. А нормальные пацаны, если уж что, то разбираются кулаками. Сейчас встретили Артуркиного одноклассника Вайбау. Он был свидетелем происшествия, и вот сейчас они рассказывают подробно. Но Артур, конечно, мне рассказал, я в первую очередь узнала подробности, чтобы исключить Артуркину вину. Он действительно не виноват. Пацаны идут плавать в бассейне в один из отелей. Ну, мы тоже туда часто ходили. Я видео снимала, показывала. Сейчас у нас тепло в Матаране, можно уже плавать. Вот. Но Артур, я не знаю вообще, получится ли у него в Гоа плавать. Или только, может быть, в этой шапке. Шапка специальная для плавания у него есть, резиновая. А без шапки, наверное, нельзя. Дня 4, наверное, нельзя. Ну, а мы там всего-то и будем. Не намного дольше. Я себе вчера купила вот такие вот шлепанцы на море. Уже в них. А Артур сейчас себе здесь, в этом магазинчике, выбрал... Ты решил черные? Вот такие вот Nike. 250 рупий. Есть еще бирюзового цвета. Тоже красивые. Но Артур решил выбрать такие универсальные, чтобы под все наряды подходили. Жмурки у нас эта игра называется. Вот. Угу. Вот, а так на хинди. Садись, Артур, быстрее.
Посидим на дорожку. Садись. Парам со своим сахаром. Но я считаю, что посидеть на дорожку, это не значит, что я там какая-то во все эти приметы верю, суеверия. Это очень важно. Я вот даже сейчас еще камеру выключу и еще посижу для того, чтобы вспомнить, ничего ли мы не забыли. Все сложено. Ну, Парам. Пионер. Расслабиться. Вай, что за романтические... Романтик-мен. Парам так радуется, а я не особо. Я настолько... You put cap. Не надо эту шляпу еще. Not this one, no. You want a swimming cap. You take? Ладно, да, все. Это не надо брать, Артур, положи, оставь. Это только будут там микробы развиваться под этой шапкой. Все, Парам уже кричит, давайте быстрее, быстрее. Только что романтичный был, и буквально через секунду он меняется и становится прямо агрессивным. О, опять романтичный. Или это он на камеру играет, или что? Так, сейчас Парам прощается с Ракеш-байем, отдает ему ключ от нашей комнаты. Ракеш-бай – это владелец отеля. Я обращаю внимание на этот момент. То вот видите, Парам отдает ему ключ. А вы мне говорите, ну, я ему, конечно же, я ему доверяю, но всякое может случиться. Может быть, ему понадобится что-то, чай, допустим, приготовить, он может зайти к нам на кухню. Может быть, он оставит открытой дверь, не закроет ее, и кто-то, кому я не доверяю, туда проникнет и возьмет ценные вещи. Это о том, почему я не покупаю, почему Парам мне не покупает золото. Вот. Ну и по поводу животных еще сразу скажу. Видите, кошки, собаки вьются здесь у соседа, он их тоже подкармливает, и мы ему оставили корм кошачий. Что? Ага, Парам побежал за рикшей. Хорошо, Джимми, пока. Так что не волнуйтесь, Джимми голодная не останется, и коты тоже. Коты вообще у нас живут на 2-3 дома. А Джимми здесь подкармливает сосед Амкарбай, или там еще ниже еще один сосед, который тоже всегда кормит и любит Джимми. В добрый путь. А почему ты ничего не несешь? Мама? Потому что я девочка. Ты понабирал того, что тебе нужно. Мне особо ничего не нужно. Я пару нарядов, купальник и все. German. А вы с папой модники, вам все надо. Так, сейчас мы пересаживаемся в такси, которое довезет нас до Нерала. So, where I sit? Я вам еще кое-что интересное забыла рассказать. Значит, когда мы шли по главной улице, это уже после аптеки, после доктора, я обратила внимание на толпу людей. Что-то они высматривают. Там пустырь. И смотрят на что-то за забором. Ну, я же, естественно, поинтересовалась, что там. А там, оказывается, змеи. 2 огромных змеи занимаются брачными играми. И никого туда не пускали за этот забор, но один парень там уже находился. Я ему бегом дала свой телефон и говорю, ну, пожалуйста, снимите чуть-чуть. Ну, это действительно очень эпичный кадр. А Парам на меня рассердился, говорит, что нельзя, нельзя на такое смотреть. Психика слабая, да, Артур говорит. У папы психика слабая, не знаю. Хотя все смотрели, человек, наверное, 10 за этим наблюдало. Мы сейчас зашли в кафе, где работает друг Парама. Сейчас мы здесь перекусим. Ой, куда ж ты ушел? Я так хотела вам показать вот этого парня, но я даже сейчас специально подойду и покажу, что у него написано на футболке. Вот первое слово, обратите внимание. Мы с Артуром сейчас так хохотали, он тоже прочитал. Алкаш Мулла. Алкаш Мулла. Это по поводу контингента, который останавливается в этом заведении. Я шучу, конечно, просто интересно получилось. Все, он уже повернулся
Уже не прочитаешь, что там дальше написано. Мне интересно было прочитать. Итак, мы уже находимся на вокзале. Но это не наша электричка. Наша подъедет совсем скоро. На электричке мы доедем до Мумбаи, дальше пересядем на автобус «Слипер», который довезет нас до Гоа. Я же вам так и не рассказала. Артур отвлек со своими происшествиями. Помните, я вам несколько серий назад рассказывала, как Бавин нас подвел. Из-за него мы отменили поездку компании вместе с Нихой, вместе с Приянкой, куда мы собирались. Ну, это тоже рядом с Гоа. Я очень сильно расстроилась. Ну, я реально даже плакала. Ну, Парам нормально к этому философски отнесся. Вот. Ну, и мы думали, что делать. То есть Бавин сказал, что уже там, ну, получается, я уже не буду числа говорить, потому что у меня видео выходят чуть позже. Короче, получается, что у Бавина получится с нами куда-то поехать уже почти, когда у Артура закончатся его каникулы. А потом я подумала, а вдруг у него опять не получится, потому что это в его стиле, у него очень часто возникают прям спонтанно, неожиданно какие-то... О, сейчас, говорит Парам, наша электричка подъезжает. И я говорю, Парам, давай не будем ни на кого рассчитывать. У ребенка каникулы. Я хочу на море. Я хочу посмотреть нашу квартиру. Много чего я хочу. И поэтому давай ни от кого не зависеть и поедем сами в Гоа, а там уже будет видно. Останется несколько дней Артуркиных каникул. Ну и, может быть, мы куда-нибудь поедем все вместе уже поблизости. Уже как бы и средств и возможностей куда-то далеко ехать не будет. Так, сосредоточились. Увы, увы, увы и ах. Мест свободных нет. Ну вот, наконец-то мы добрались до Мумбаи. Осталось только дождаться нашего автобуса, слипера, и на нем домчаться до Гоа. Помните, мы провожали Надю в январе отсюда? Парам, you remember? Как мы провожали Надю? Yes. Как ты себя чувствуешь? Артур уснул, пока мы ехали в этом поезде. Ну, слава богу, Артуру уступили немножко. Ну, не то чтобы уступили, подвинулись, он сел, уснул. И сейчас какой-то разбитый, плохо себя чувствует. Это, конечно, меня очень сильно настораживает и волнует. Как пройдет наш отдых в таком состоянии он, ребенок. Все-таки действительно травма серьезная. Одно хочется думать только о хорошем. Все будет хорошо. И вот обратите внимание, на автобусах-слиперах можно объехать всю Индию. А, тут даже, смотрите, Вьетнам, Таиланд, неужели? Надо спросить, уточнить. Кашмир. Смотрите, какая красота. Раджастан. Это мы были в прошлом году. В это время примерно на каникулы Артуркины мы отправились в Кашмир. Это, наверное, была самая дорогая поездка у нас за все время проживания с Парамом в Индии. Дорогостоящая поездочка была, но впечатлений масса. Мы же там после Кашмира потом еще побывали в нескольких штатах. Обязательно открывайте наши старые видео и смотрите. Вот, но сейчас у нас бюджет ограничен. Сами понимаете, сейчас у нас идет стройка. Вложено туда куча денег. Ну и плюс еще за квартиру скоро придется платить. И, кстати, нечем будет платить за квартиру. Так, это Махаблешвар, это рядом с нами находится, недалеко от нас, в нашем штате. Мы там тоже были, станция в горах, наподобие нашего Матерана. Манали, заснеженная. Вот опять же Кашмир. Агра, Тадж-Махал. Все, куда хотите. Здесь туры также продаются. Можно
сразу оплатить тур со всеми гостиницами, со всеми остановками. Туда и обратно вас довезут. Артур, давай это. Хорошо? Выздоравливай. Ты поешь, моя киска. Финансами распоряжается мой муж. Сейчас он, кстати, сидит, видите, общается с этим мужчиной по поводу Таиланда. Сколько же будет стоить поездка в Таиланд? Ну, и, конечно же, не на автобусе, просто здесь вот тоже находится агентство, и они могут помочь все организовать с визами, с перелетами и со всем остальным. Мы в Таиланд собирались полететь очень давно, еще до пандемии. Я тогда насобирала деньги. Да, я откладывала тогда деньги специально на карточку. Артуру мы завели карточку, и туда я откладывала деньги, которые зарабатывала на Ютубе на поездку в Таиланд в течение нескольких лет. И уже насобирала нужную сумму. Оставалось только поехать. Но тут случились непредвиденные обстоятельства. Еще к тому времени Парам вложил все свои деньги в квартиру. Мы тогда, как первый взнос, очень большой, крупный внесли. И вообще не было у нас денег, кроме тех, которые я насобирала на Таиланд. И мы тогда во время пандемии вместо Таиланда тратили эти деньги просто на продукты, просто на питание. И причем не только на нашу семью, но и продукты покупали для всех работников, которые остались. У нас не могли выехать. И на хозяина отеля. Все мои денежки ушли. Обидно, да, что до сих пор никак мы не можем. Это моя мечта — побывать в этой стране. Что? Парам говорит, попозже он расскажет все. Привет, Надя. Привет. Скоро увидимся. Совсем скоро. Артур, ты тоже помаши ручкой, Надя. Это сейчас Парам хочет отправить Наде небольшое видеосообщение, и будет приятно. Но она знает, мы не будем делать сюрприз. Она для нас подыскала уже жилье хорошее. Мы общались с ней заранее, но все равно ей будет приятно получить такое видеосообщение. Да, мы сейчас пересели в маршрутку, которая доведет нас до автобусной станции. Значит, по поводу Таиланда, что Парам успел узнать, не очень времени много было. Значит, 5 ночей 150 тысяч стоит. Это получается перелет плюс гостиница, по питанию только завтрак и 2 места. Парам Which place? Такие. Окей. Бангкок и Паттайя. 5 ночей. Мне кажется, лучше даже самим без пакета лететь и уже там по обстоятельствам останавливаться там, где понравится. Парам еще там попросил информацию, то сказал, я потом пришлю, оставил свой номер, он пришлет. И я не успела, знаете, так быстро приехал автобус приехал, и я не успела снять на видео. Вот эта женщина с алтарем на голове, она преследовала меня до автобуса. Я ж бегом, как-то, знаете, неудобно было. Я говорю, у меня нет мелочи. Парам, у тебя есть мелочь? Парам достал из кошелька, у него только крупные деньги. И тут Артур взял с собой рюкзак, этот рюкзак он заполнил своими вещами, там трубки, плавательные ласты и плюс еще мелочь. У него своя мелочь, и он дал этой женщине. Это о том, что, знаете, если чего-то очень сильно хочется, то нужно добиваться до последнего. Мне это так откликнулось, что эта женщина до последнего за мной шла. Уже там этот автобус уже чуть ли не тронулся, а она все равно стоит
и не теряет надежду. Водитель вошел в положение, задержался, и все-таки мы ей вручили эти деньги. Вот так вот Артур помог. Может быть, она тоже, да, на что-то собирает. Значит, привезла нас эта маршрутка, автобусная остановка это нельзя назвать, скажем так, на место, где останавливаются автобусы. Там не присесть, ничего нет. Но я вам сейчас покажу. Мы решили пройтись. Да, я ж главное упустила, что нам сразу же сказали, что автобус задерживается на час. И что делать целый час? Мы решили пройтись, поискать какое-нибудь кафе, где можно посидеть. Нам сказали, что здесь где-то рядом находится гарден, парк, сад. Шли, наверное, минут 15-20, никаким гарденом и не пахнет, зато ужасно воняет саниной. Вы поняли, чем. И мы решили идти обратно. Пока вот так вот походим туда-сюда, и час пройдет. В прошлые разы мы тормозили автобус, как договаривались с водителем автобуса, и он останавливался по дороге. Получается, он все равно будет ехать в ту сторону, мимо как Матерана, и мы подъезжали на такси. Было не очень удобно, приходилось нам пересекать вот такие вот трассы, как вы сейчас видите. И в этот раз мы решили, как положено. Но очень сильно ошиблись. Нас, кстати, Надя предупреждала. Она потом, когда добралась до Гоа, нам сообщила, что было, мягко говоря, некомфортно во многих отношениях. Мы как-то мимо ушей это. Вот так вот. Как говорится, все для людей, в кавычках. Все, слава богу, видите, я уже переоделась, готовлюсь ко сну. Значит, автобус наш отправился в 7 часов вечера. Посмотрим, во сколько мы прибудем. Остановка у нас будет в Мапсе. Немножечко покажу вам сам автобус. Комфортный, с кондиционерами. Пока еще пассажиров особо нет. Он будет делать остановочки и заполняться. Видите, Парам сел, пока прилег на соседней полке. Вообще вот это вот наше место двухместное. Двухместное плюс один. 2 plus 1. Вот, все, мои дорогие зрители, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие серии. Будет очень интересно. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Что? Пока-пока. Парам довольный. Какой с новым? Что с новым? Что ты хотел сказать? What do you want to say с новым? Ладно, все, говорит, пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.